Привет, мои дорогие подписчики! Вы на канале Дневник актрисы в Голливуде, и с вами я, Анна Орис. Сегодня я хочу вам рассказать о том, кто должен быть в команде актера и актрисы. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, то я настоятельно вам рекомендую сделать именно это сейчас, потому что аналогов вы не найдете. Итак, кто же должен быть в команде актера? Первое – это, конечно же, talent agent. По-русски говоря, это агент. Именно агент ищет вам работу, прослушивание, кастинги. Вы можете с ним заключить договор как эксклюзивный, так и нет. Я рекомендую, конечно же, оформить договор. Для начала не эксклюзивный. Если ваш talent agent за 2-3 месяца не предоставил ни одной пробы, не тратьте времени зря. Ищите нового, но тогда встает вопрос, где же его найти? Вариантов может быть несколько. Оставлять резюме и фото непосредственно в Talent Agency, через знакомых, на сайтах по поиску кастингов. На каких сайтах искать работу, я расскажу вам в следующих выпусках. Спрашивать у ваших коллег на съемочной площадке. Расскажу свой собственный пример из жизни по поиску агента. Первый агент нашел меня сам через сайт Casting Frontier, потому что у меня была специальная отметка, что я ищу агента. Я успела сходить на один крупный кастинг, затем начался коронавирус. После этого я не получала пробы от агента на протяжении 3 месяцев. Нашла себе съемки, где один на площадке актер мне сказал, что у него много работы сейчас. Я была крайне удивлена и поинтересовалась, кто же его агент. Отправила ему резюме, и через неделю он мне ответил. Мы встретились, и он сразу же меня взял. И даже порекомендовал меня talent manager. Так что ищите, интересуйтесь и задавайте вопросы везде, где вы это почувствуете. Ну и самый главный вопрос – это финансовый. Вы должны будете отдавать 15-20% своему агенту с каждого проекта, если вы актер non-union, то есть если вы не состоите в актерском союзе. Если же вы актер, который состоит в союзе SAG-AFTRA, то в данном случае вы будете отдавать агенту около 10%. Подробнее о союзах мы поговорим в следующих выпусках. Второй человек в вашей команде – это talent manager. По-русски говоря, менеджер актера. Самый часто задаваемый вопрос – чем отличается менеджер от агента? Какие обязанности у него? Как я уже говорила, агент вам ищет работу. Менеджер же не обязан вам искать работу. Тогда встает вопрос, что же он делает? Он определяет наилучшую траекторию для карьеры актера и обязан помочь наметить все эти шаги. То есть, простым языком, работа менеджера составить такую стратегию, чтобы актер стал более востребованным. Также менеджер выступает в роли связующего звена между агентами, юристами, бухгалтерами, клиентами, публицистами. А получает менеджер за свою работу больше всех остальных – 15% с каждого проекта. И, наконец, очень важный человек, который защищает все ваши интересы – это entertainment lawyer. Дословный перевод – юрист в сфере развлечений. Вполне очевидно, что ваш юрист проверяет все ваши контракты, вносит поправки, ведет переговоры с вашими клиентами касательно именно юридических вопросов. Я, например, ни один договор не подписываю, пока мой юрист не перепроверит полностью его. Ну и, конечно же, вы обязаны знать, что ваш юрист должен получать 5% от вашего гонорара. Итого, вы должны отдать 30% своей команде с каждого проекта. Очень важно, чтобы все в вашей команде знали друг друга, поддерживали связь и доверяли друг другу. Это основа ваших взаимоотношений и дальнейшего сотрудничества. Ну что, друзья, надеюсь, информация была для вас полезной, и теперь ставьте колокольчик, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал Дневник актрисы в Голливуде. У нас с вами впереди еще очень много новых интересных тем. Пока-пока!